Здравствуйте, друзья! Канал Masters of Body снова вас приветствует. И тема сегодняшнего выпуска – выпады. Такое неоднозначное упражнение с большим количеством интерпретаций, с огромным количеством своих плюсов и, конечно же, некоторыми минусами. И сегодня мы вам покажем, попытаемся объяснить и представить все разнообразия, все вариации этого упражнения. Пытаемся объяснить, для чего это нужно, на наш взгляд. И покажем наше мнение, методики, как применять, как делать. В общем, все, что с этим связано, уверены, вам будет полезно, понравится. Поехали! Как я уже сказал, существует большое количество вариаций выпадов. Женщины любят делать выпады, конечно же, с акцентом на ягодичные мышцы. Как показывает наша сотрудница, наша коллега Елена, смотрите, она отставляет таз хорошенечко в сторону, и это могут быть выпады назад, это могут быть выпады в стороны с фиксированными стопами. Хорошая растяжка бедра, спина практически не участвует, а бедро, если участвует, то идет работа на рельеф, на детализацию. Мужчины используют более брутальные, как правило, более серьезные техники. Например, такие как выпады с перемещением по залу. Здесь, конечно же, больше работа на квадрицепс пойдет и больше риски для суставов. Эти выпады могут делаться в фиксированной стойке. Идет работа на одну ногу, потом также на другую. Как я скажу позже, здесь будет больше рабочий вес, будут свои плюсы. А также можно делать все эти различные упражнения с гантелями. Например, румынские выпады, так называемые. Это тот случай, когда одна нога фиксирована на переднюю ногу и на ягодичную мышцу, соответственно, будет больше нагрузка. Опять же, такие техники более предпочтительны, чаще используют женщины. И также есть несколько вариаций, например, перекрестные выпады назад. Есть еще много вариаций в кроссоверах, есть еще вариации в машинах Смита, но об этом чуть попозже. Итак, друзья, что же такое выпады и что в них общего во всех этих техниках? Посмотрите на примере Елены, то есть выпады в любых интерпретациях. Кто-то называет, допустим, это упражнение приседание в ножницах с перемещением или без. Главное, что в этом упражнении идет акцент, работа на одну часть тела, то есть в данный момент на левую ногу. Поэтому у нас возникает больше степеней свободы, соответственно, это делать немножко тяжелее. Рабочие веса в этих всех упражнениях, в отличие от приседаний, будут, естественно, меньше. Но тем самым идет, в общем, большая работа на рельеф. Сначала прорабатывается, как правило, одна нога, потом вторая. Либо же поочередно это делается, как мы уже показывали и еще покажем. В общем, это, можно сказать, такая общая суть всех этих упражнений. Неважно в какой интерпретации. То есть работа поочередно на каждую часть тела. Еще раз на примере Андрея хотим обратить ваше внимание на особенности. Особенно это хорошо видно, вот как я уже сказал, на примере румынских выпадов. То есть каждая нога работает отдельно. Видите, немножечко идет мандраж, больше степеней свободы. Это и есть главная сложность, это главная особенность. Как следствие задействуется больше стабилизаторов, поэтому труднее включить основную рабочую мышцу, то есть квадрицепс тот же. Поэтому обязательно меньше рабочий вес. С одной стороны это меньше гипертрофия, с другой стороны меньше все-таки нагрузка на позвоночный столб. И более детально прорабатываются отдельные части, в данном случае квадрицепса. Теперь начнем разбираться с плюсами и минусами разного вида интерпретаций выпадов. Значит, первое, плюс, он же минус, это меньший рабочий вес. Соответственно, меньше затраченных калорий, меньше потраченный калораж. И для людей, которые хотят все-таки больше подсушиться, это не есть хорошо. Больше затраченный калораж, например, в приседаниях будет более эффективным. Дальше. Если калораж тратится меньше, то есть медленнее меняется общий вид и состав тела. Поэтому это тоже можно отнести к неким минусам, если человек хочет просушиться и также он начинающий. Далее, большое количество степеней свободы обуславливает большие риски и нагрузки на коленные суставы. Это также может быть для некоторых проблемой, о чем мы потом скажем.
как этого избежать. Вот. И сейчас покажем, как эти проблемы действуют на начинающих, чтобы вы не делали подобные ошибки. И как вот вы видите, Андрей пытается показать трудности, особенно для начинающих спортсменов, когда человек с неокрепшей основной мускулатурой пытается делать выпады, как я уже сказал, большим количеством степеней свободы, его шатает и, соответственно, идет больше и ненужная нагрузка на поясничный отдел и, конечно же, на коленные суставы. Теперь о плюсах. Конечно же, меньший рабочий вес, он как минус, так и плюс. Во-первых, это меньшая нагрузка на позвоночник. Плюс возможность сконцентрироваться на отстающей детали, например, на ягодичной мышце. Чем меньше рабочий вес, тем больше вы внимания уделяете именно детали. Спина в данный момент практически не напрягается, а ягодичная мышца, бедро, как вы видите, целевая работа идет конкретная, и спортсмен не устает. Можно сказать, щадящий режим работы. Также выпады можно использовать как отдых от общих тяжелых тренировок, например, от тяжелых приседаний. Легкая штанга, минимальная нагрузка позвоночник и детализация, проработка квадрицепса в данном случае. Аккуратно, дыхание ровное, дыхание ничто не спирает, это не 140 килограмм. Отдых. Главные ошибки при использовании выпадов. Первое. Использование этого упражнения неподготовленным спортсменом, который не научился правильно, нормально, четко приседать. Второе. Слишком большой рабочий вес. Это, конечно же, приведет к травмам. Рабочий вес, он идет в ущерб технике. Третье. Использование упражнения выпады в самом начале тренировки. То есть не поприседал, не сделав другие более базовые упражнения. Человек сразу приходит, особенно часто это делают женщины, и начинают тренировку с бомбежки, как они думают, ягодичной мышцы. Все это приведет к травмам коленных суставов. Поясница, может быть, и выдержит, колени вам спасибо не скажут. Как и когда использовать выпады, мы сейчас разберемся. И начнем, конечно же, с женщин. Для более сконцентрированной работы на ягодичную мышцу, на наш взгляд, лучше использовать выпады назад. Можно делать это с небольшой платформы для более глубокого проседа. Можно просто на полу. Также сюда подходят румынские выпады или выпады из стороны в стороны. Также можно делать это упражнение с гантелями. Как вариант, в этом есть тоже свои плюсы и минусы. Значит, в чем суть? При таких вариантах акцент для женщины гораздо легче сделать именно на ягодичную мышцу, нежели на квадрицепс. Как я уже сказал, независимо от того, со штангой или с гантелями, когда человек делает выпад назад, он автоматически убирает нагрузку с переднего колена. Что женщинам многим совсем не нужно, и квадрицепсы прокачивать также многие не желают, но при этом хотят упругую подтянутую попу. Также есть еще один вариант. А можно выполнять также выпады в кроссовере, например, на нижнем блоке. Можно в фиксированной стойке, чтобы не сильно шататься и сконцентрироваться непосредственно в движении вниз. Можно делать поочередно, меняя ногу после каждого выпада. Это придаст динамики, также создаст небольшой аэробный эффект, смотря какая программа у вас была перед этим. И можно делать одной рукой, одной ногой для более детальной проработки и увеличения амплитуды. То есть в данный момент спортсмена больше тянет левую руку вперед, соответственно правое бедро, как вы можете видеть, больше выцеливается, больше выпячивается и получаем большую растяжку ягодичной мышцы. Естественно, это не все варианты, которые используют женщины. Есть еще машина Смита, есть еще много-много-много чего другого. Вот, мы показали лишь некоторые, чтобы вы поняли основные отличия, задачи и варианты возможных применений. Мужчинам можно порекомендовать приседания в ножницах. Одно из моих любимых упражнений. Рабочий вес будет в таком упражнении гораздо выше, чем на тех же выпадах с перемещениями. Соответственно, и больше будет воздействие на рабочую мышцу.
в данный момент, допустим, многие мужчины хотят именно проработанный, прокачанный квадрицепс. Выпады с перемещением вперед также дадут концентрированную работу на квадрицепс. Для мужчин это предпочтительно, но вес рабочий немножко меньше, чем в предыдущем. И также для внешней части бедра можно сделать выпады из стороны в сторону с фиксированными стопами. Хорошо прорабатывают и наружную часть бедра, ягодичную мышцу. Штанга в этих упражнениях для мужчины в приоритете, так как точка приложения силы выше. Вот она у нас, в отличие от гантелей, которые находятся в нижней части тела. Соответственно, больше и сильнее воздействие на заданную рабочую мышцу. Конечно же, все эти упражнения, которые мы показали, могут делать и мужчины, и женщины. Деление — это все условности. Главное, чтобы вы правильно поставили задачу, определились со своей целью и, соответственно, выбрали инструменты для достижения поставленной задачи и поставленной цели. Главные рекомендации и предостережения. Первое. Не начинайте тренировку ног с выпадов. Хорошо разогрейтесь. Это может быть разгибатель бедра, приседание или сгибание ног лежа. Не используйте выпады каждую тренировку подряд. Делайте хотя бы через раз. И обязательно используйте защитную экипировку. Это могут быть как наколенники, так и эластичные бинты. Можно также использовать пояс. Это все поможет вам избежать ненужных травм и получить от этих упражнений только одни плюсы. Так, друзья, надеемся, наши нехитрые советы и рекомендации помогут достичь вам новых результатов в ваших тренировках. Мы благодарим Спортклуб Оранж за предоставленную возможность для съемок. Андрей, Елена, наш коллега и сотрудник, Дима и я, конечно, с вами прощаемся. Желаю вам всего хорошего и до новых встреч. С вами был Masters of Body.